Много лет назад я получил свою первую платину, и этой игрой стала The Elder Scrolls Skyrim. Мне была интересна вселенная и хотелось подольше там задержаться. И именно ачивки заставили меня обратить внимание на многие интересные моменты. Но буквально пару месяцев назад вышел один большой мод, который перенес действие в космос. И сегодня я вам расскажу, как не запариваясь, всего лишь за 100 часов открыть все ачивки и в полной мере насладиться Старфилдом. Да и важно отметить, в ролике не будет никаких спойлеров, поэтому не бойтесь его смотреть. Думаю, что заслуживаю лайк за такую большую и сложную работу, поэтому поставьте, не поленитесь. В Starfield всего 50 ачивок, и 10 из них это сугубо сюжетные. Когда вы станете проходить игру, то в любом случае откроете все из них. Единственное, что бы я вам хотел посоветовать, не бегите проходить сюжетку в первую очередь. Как только в созвездии у вас появится задание «Все, что можно купить за деньги» или «All that money can buy» у Уолтера Страуда, то остановитесь и переключитесь на второстепенные сюжеты. Конечно, я вам не запрещаю, вы вполне можете идти дальше, но в какой-то степени это создаст лишние запары для некоторых ачивок. Да и все-таки я считаю, что прохождение главного сюжета необходимо оставить под конец. Когда вы его пройдете залпом, как я, вы переживете крутейшее приключение, в котором экшона больше, чем во всех играх беседки до этого вместе взятых. А вот следующие ачивки уже прям интересные. Это достижения за разные выполненные задания у второстепенных фракций. Их 12 по 3 на каждую из сторон. Первый у вас в любом случае станет UC Авангард. Во время первых сюжетных миссий вы вместе с Сарой подойдете к ее бывшему командиру Туале, который предложит вступить в ряды армии. Соглашайтесь, а там дальше следуйте по новым квестам. Следующей фракцией я вам советую взять коллектив Фристар. На их квест вы выйдете, когда вместе с Сэмом Коу прилетите в Акилла Сити. Это тоже будет задание от созвездия. Там нужно помочь шерифу в предотвращении ограбления. И все, так у вас и начнется эта сюжетка. По пути вы также будете знакомиться с каждым из этих соперничающих сообществ. Поэтому я вам советую внимательнее вчитываться в диалоги и в различные документы. При подробном изучении этих фракций вы узнаете много чего интересного. И про вселенную, и про нынешний расклад сил, и про историю войны. А как только миссии Фристар и UC Авангарда будут пройдены, то отправляйтесь в систему Волли на Неон. Мы переходим к квестам Ryujin Industries. Чтобы присоединиться к ней, ищем красный терминал и отправляем анкету для попадания на собеседование. Сразу уточню, что скорее всего, как только вы прилетите в Новую Атлантиду, то по радио услышите о наборе в штат Ryujin. Поэтому их квест появится у вас в списке заданий. По ходу этой сюжетки у вас будет очень много выборов, которые могут упростить и дальнейшее прохождение. Я вам не стану об этом спойлерить, обратите дополнительное внимание на эту фракцию. А самой последней и наиболее интересной квестовой линейкой для вас станет Багровый флот, или же Космические пираты. На них можно выйти очень просто. Совершите какое-нибудь мелкое преступление в Новой Атлантиде. Не обязательно кого-то убивать, просто своруйте предмет и сделайте так, чтобы вас заметили и арестовали. С этого момента и начнется квест Багрового флота. Еще важно обратить внимание, что у вас будет дополнительное задание «Бремя доказательств» или Burden of Proof. Пока вы состоите в Багровом флоте, то сможете находить различные дневники доказательства. Не забывайте их отдавать лейтенанту Тофт. За каждую запись она будет выплачивать кругленькую сумму, которая вам не помешает в прохождении. Все доказательств 20, но не обязательно собирать все. И вот у нас осталось всего 28 достижений, которые придется выполнить. Правда, большая часть из них будет закрыта еще во время прохождения различных квестов. Например, достижение «Главный инженер» вы в любом случае выполните по сюжету. Но можно навесить какой-нибудь один модуль на корабль в Новой Атлантиде. А вот командир флота уже посложнее. Тут необходимо иметь 10 космолетов в своем флоте. Можно их и просто купить. К концу игры денег у вас на них точно хватит. Но можно пойти и по другому пути. Брать корабли на абордаж или угонять у колонистов, которые сидят на разных планетах. Правда, в случае со вторым ваши компаньоны будут недовольны. А с ними тоже есть важные задания. Сошлись звезды, для этой ачивки необходимо много общаться с компаньоном. И чтобы он был доволен вашими диалогами. Чем больше вы будете общаться, тем быстрее появится квест от вашего союзника, при выполнении которого вы достигнете максимального уровня отношений. Это даст вам возможность сыграть свадьбу.
И это на самом деле важно, ведь если вы проведете ночь вместе со своим челиком на максимальном уровне отношений, это даст хороший буст к опыту. А к достижениям, связанным с уровнями, мы подойдем чуть дальше. Могу еще посоветовать взять в начале игры свойство эмпат. Когда ваши друзья будут вами довольны, то вы повышаете самооценку и получаете баф к критам и убеждению. Еще с командой есть достижение «Семья, которую ты выбрал». Для этого ходите по разным барам и кафешкам, нанимая соискателей, и когда в команде станет 10 человек, достижение ваше. А вот ачивки «Темная материя» и «Еще одна охота» будут выполняться во время всего прохождения. Для них надо уничтожить 300 человеческих и животных противников соответственно. Еще подбирайте все ресурсы с животных, которых убьете. После можете сразу выкидывать, с этим просто тоже есть достижения, чуть дальше мы вернемся к этому. Ачивка «Война ангелов», где надо собрать 20 квантовых эссенций, будет выполнена по сюжету. Правда, для этого вам придется очень много сражаться, но спойлерить не буду. Но еще две довольно легкие ачивки, уже больше зависит от вас. Кибержокей требует взломать 50 замков, поэтому не проходите мимо сейфов и заблокированных компьютеров. Ведь вторые также помогут в достижении с подключением, где нужно открыть 50 ПК. Для более сподручного их получения советую пару раз вкачать навык взлома. И к этим легким трофеям отнесем еще жажду знаний. Необходимо найти 20 журналов навыков. Эти брошюрки разбросаны по всей игре и дают разные пассивные бафы. Всего их 100 штук, так что найти 1/5 не составит труда. Помните, я говорил про сбор ресурсов с мертвых животных? Вот мы и подошли к этим двум душным ачивкам. Жизнь порождает жизнь, вам необходимо собрать 500 органических ресурсов. Если вы не выполнили во время прохождения, то отправляйтесь на планету, где много флоры и фауны. Включайте сканер и бегайте, собирайте лут с растений, а также убивайте существ, с которых также считаются материалы. Ну и опыт получите. Правда, запастись патронами придется. Параллельно этому собирайте руды, которые увидите по пути. Это нужно для ачивки «Коллекционер пород», где необходимо собрать 500 неорганических ресов. Но не пытайтесь закончить обе миссии на одной планете. Вы лишь распылите свое внимание. Как только органика собрана, отправляйтесь на любую безжизненную планету. Например, Меркурий в Солнечной системе, и бегайте со сканером, собирая руды. В шахты не спускайтесь. Там не так много ресурсов, чтобы вы на это тратили свое время. И важно не забывать, что если на фрезе зажимаете правую и левую кнопку мыши, то добыча будет идти куда быстрее. Каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! По итогу обе ачивки займут у вас примерно по часу. Это душно, да, но так уж есть. Достижение репликатор требует, чтобы вы создали 100 предметов. На самом деле, если вы действительно собираетесь проходить игру на 100%, то сразу откладывайте это напоследок, вы это совершите гарантированно. А вот ачивку «Солдат Фортуны» выполнить надо. Если знать, как это делать, то она очень простая. Всего лишь создать 50 модификаций для оружия. Для этого я вам посоветую заиметь винтовку СВД, которую вы рано или поздно найдете, а далее понадобятся ресурсы. Вольфрам, свинец и герметик. Проще всего их купить в Новой Атлантиде в магазине Distribution Center. Купите максимум, подождите 2 суток и купите еще. Повторите это 3-4 раза. Далее находим ближайший оружейный верстак, переходим к СВД и тыкаем на магазин. А после меняем стандартный на маленький и обратно. Так прокачиваем раз 50 и достижение ваше. И вот мы переходим к самым сложным ачивкам. Ну, почти. Достижения «Я использую их для контрабанды» кажется сложным. Но на самом деле проще простого. Во время сюжетки Багрового флота необходимо поставить на корабль экранированный грузовой отсек и сканирующую глушилку. Также вкачайте первый уровень навыка «Обман». Это добавит 10% шанса пройти сквозь сканеры на орбите. После этого ищем контрабанду, можно зачистить аванпост или поискать в других местах, и вместе с ней важно переложить ее в корабль. Сохраняемся и прыгаем в любую крупную звездную систему. Например, Шайн к Акила-Сити или к Новой Атлантиде. Если с первого раза не проходите сканер, то загружайтесь и повторяйте. Ну а если хотите легко продать контрабанду без запар, то прыгайте к системе Волк, а там в логово. Тут нет никаких сканеров и можно спокойно продавать партии запрещенки. Последние 3 игровые ачивки связаны с аванпостами. Дом «Милый дом», постройте свою первую базу, а вот магнат грузоперевозок уже значительно сложнее. И чтобы вам не тратить много лишнего времени, то прыгайте в звездную систему Бессель, на планету Бессель 3b. Перед постройкой аванпостов дослушайте этот блок до конца, там есть некоторые нюансы. Ачивка «Магнат перевозок» требует, чтобы вы связали 6 аванпостов через грузовую линию. Для этого вам понадобится много ресурсов.
А точнее 120 железа, 12 адаптивных рамок, 12 бериллия и 72 алюминия. Купить все эти ресурсы можно в любом крупном городе. Я советую магазин ресурсов на Неоне или в Акила-Сити. Вы также можете проматывать 2 дня, чтобы обновлять склад у продавца. После приобретения всего этого на планете Бессель 3B строим 6 аванпостов. Перелетаем с места на место и ставим метки баз, а также строим грузовую линию. На каждом втором соединяем его с прошлым через панель управления. После всех этих махинаций вы свяжете 6 аванпостов и получите достижения. А теперь перейдем к нюансу. У нас есть 5 достижений с уровнями персонажа. И последний из них это достигнуть 100-й левел, что сделать в обычной игре довольно долго. И самый оптимизированный способ это постройка производства адаптивных рамок на планете Бессель 3B. Если 50-й левел спокойно получается за прохождение, то тут уже придется запариться. И я сразу предупреждаю, что делать это лучше в конце всего прохождения, чтобы не быть перекачем для любой системы. Есть подробный ролик о том, как это сделать, и я его обязательно прикреплю в комментариях. А если коротко, то надо найти местность, где в одном месте соприкасаются ресурсы железо и алюминий, построить на этом месте аванпост и далее экстракторы каждого ресурса, солнечные батареи, по 2 на каждый экстрактор, и склады, куда все эти ресурсы будут идти. Не пытайтесь сделать через доставку грузов с одной базы на другую. Я так пытался делать и лишь потерял много времени. Нам этого действительно не надо. Еще на этом аванпосту понадобится кровать и промышленный верстак. Ложимся спать на несколько часов, а затем просто крафтим адаптивные рамки. За каждое создание нам дают опыт. Для его повышения также можете поспать со своим компаньоном. Это даст плюс 20% к опыту. Или скрафтить внеземной чай. Правда, это добавит лишь 2% и сильно погоду не изменит. А далее просто ложимся спать, крафтим адаптивные рамки и повторяем. Время от времени расширяем склады и экстракторы. Все ресурсы у вас добываются здесь же. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного... Планета Бессель 3B нам была нужна только из-за того, что 1 час на этой планете равен 57 обычным. А значит, ресурсы будут добываться в 57 раз быстрее. Именно через этот способ легче и быстрее всего можно нафармить 100-й уровень. Еще у нас осталось 3 достижения. Звездная картография, она выполнится легко во время сюжета. Просто посетите 20 планет. А вот твердая почва под ногами уже займет немного времени. Надо высадиться на 100 планет. Поэтому прыгайте из системы в систему и садитесь на каждую планету и спутник по порядку, пока не наберете 100 в статистике. А вот и самая сложная ачивка — звезды мое стремление. Необходимо посетить все 120 звездных систем. Лучше всего это выполнять ближе к концу игры. Там вы спокойно можете купить себе подходящий корабль, у которого в графе «Гравипрыжок» должно быть написано 30. Но обратите особенное внимание, что некоторые звездные системы парные. Поэтому вы их можете пропустить. Например, я долгое время искал последнюю звездную систему, а она оказалась парной к Шайен. За статистикой достижения можно следить в меню, а также на карте звездного неба. Системы, в которых вы были, будут немного подсвечиваться, а там, где нет, то нет. Не скажу, что платина в Starfield какая-то сложная. Здесь нет зависимости от уровня сложности или задрачивания каких-то локаций. Мне игра очень понравилась. До такой степени, что я прямо сейчас хочу пойти и проходить ее заново. Но останавливаю себя, потому что есть и другие проекты, на которые надо уделить время. Да и хочется оставить другие сюжетные повороты для прохождения с DLC. Единственной поблажкой, которую я сделал для себя, это пройти ее на платину и сразу же отложить. Именно это я и сделал. Вообще, само сюжетное прохождение у меня заняло 80 часов. И еще 20 на оставшиеся ачивки. Поэтому с советами из моего ролика вы спокойно можете управиться за 80 или за 70, если все оптимизируете. Благодарю за просмотр, поставьте лайк, а также подпишитесь на канал, это мотивирует меня создавать еще больше интересного контента. А также подписывайтесь на Telegram, там я пощу игровые новости и анонсирую стримы. Да и там вообще есть чатик с прикольными людьми, залетайте к нам, ведь мы болтаем не только об играх. Всем спасибо и пока. Стёпа, блядь. Говори, где видосы, блядь. Говори, где видосы, блядь, сука.
Где видосы скидывай? Мы хотим видеть видосы, блядь. Сука.